Когда Дерек заметил что-то необычное на путях, его сердце екнуло. Почувствовав прилив адреналина, он прищурился. Это было нечто зловещее. Его руки дрожали, когда он нажал на тормоз и позвонил в 911, понимая, что не может контролировать ситуацию. Пассажиры начали паниковать, и он сообщил им о экстренной остановке, прося оставаться на местах. Сомнения терзали его, когда он решился выйти из поезда, чтобы рассмотреть рельсы ближе. Но его любопытство оказалось рискованным. Он не знал, что Джейд, одна из пассажирок, следила за его действиями. Она заметила, как он приближается к путям, и вдруг увидела движение в кустах. Понимая, что Дерек в опасности, она хотела закричать, но решила сообщить в 911, чтобы не вызывать панику. Пока Джейд пыталась объяснить ситуацию диспетчеру, в поезде никто не осознавал угрозы. Она вернулась на место, но дальнейшие звуки из кабины машиниста только усиливали ее тревогу. Другие пассажиры не замечали ничего необычного, и Джейд, не в силах сидеть сложа руки, поднялась, чтобы узнать, что происходит. Она постучала в кабину, но ответила грубая команда вернуться на место. Никакой помощи не приходило, и Джейд решила выяснить правду самостоятельно. Открыв дверь кабины, она увидела фигуру в капюшоне, склонившуюся над панелью управления, и поняла, что это тот же незнакомец из кустов. Дерек лежал в углу, связанный и без сознания. Сердце Джейд забилось быстрее. Она хотела броситься к нему, но понимала, что должны действовать осторожно. Внезапно незнакомец заметил ее, и она вовремя увернулась от его атак, чтобы спасти Дерека. Джейд отшатнулась. Сердце бешено колотилось, когда незнакомец повернулся к ней. В его глазах читались гнев и решимость. Она заметила маленькое мигающее устройство рядом с панелью управления. Его ритмичное мерцание привлекло ее внимание. Это могло быть бомбой или устройством слежения. Незнакомец, заметив это, стал защищать устройство и наклонился к нему, будто охраняя. Джейд собралась с мужеством и схватила огнетушитель со стены. Ее руки слегка дрожали, но она знала, что должна действовать. Она замахнулась и ударила незнакомца, заставив его отступить. Схватив веревку, она быстро связала его запястья и лодыжки. С непосредственной угрозой покончено, но теперь ей нужно было помочь Дереку, который лежал связанным и без сознания. Она проверила его пульс и к своему облегчению обнаружила, что он жив. Джейд осторожно разбудила его, прошептав, что они в опасности. Дерек пробормотал о бомбе, и Джейд, охваченная паникой, начала обыскивать каюту в поисках детонатора. С каждой секундой ее страх усиливался. Времени было в обрез. Она дотянулась до угрозы и спросила у нападавшего, где находится детонатор. Он потребовал, чтобы к нему привели некоего Алана. Без информации Джейд не знала, что делать, но догадывалась, что именно от этого человека зависит спасение всех в поезде. Незнакомец угрожал взорвать поезд, если Алан не появится в течение 5 минут. Джейд поняла всю серьезность ситуации. Время уходило. Она согласилась найти Алана, и, глядя на Дерека, заметила, что он почти так же сбит с толку, как и она. Она надеялась на некоторую ясность, но, похоже, они оба были в неведении. Ей нужно было продолжать двигаться. Джейд прошла по вагону, спрашивая пассажиров, не знают ли они кого-нибудь по имени Алан. «Извините, вы знаете какого-нибудь Алана?» — спросила она женщину средних лет. Женщина озадаченно покачала головой. Джейд пошла дальше, повторяя вопрос другим. Каждый раз ее встречали непонимающие взгляды и покачивания головами. В ней росло отчаяние, но она продолжала двигаться вперед, полная решимости найти Алана. Никто из пассажиров, которых она расспрашивала, не знал Алана. Надежда Джейд таяла с каждым отрицательным ответом. «Извините, Алана здесь нет», — сказал мужчина, пожимая плечами. Джейд поблагодарила его и продолжила движение. Ее сердце упало. Часы тикали, а время поджимало. Она не могла позволить себе потерпеть неудачу сейчас, когда на карту были поставлены жизни. Джейд подумала о том, чтобы взять случайного человека, но не решилась привлечь невиновного. У нее мелькнула мысль, что, может быть, она могла бы притвориться, что кто-то был Аланом.
Но мысль о том, что невинный человек может подвергнуться опасности, заставила ее желудок сжаться. Она не могла этого сделать. Она должна была найти настоящего Алана, кем бы он ни был. Она собралась с духом и продолжила поиски. Когда она приблизилась к концу поезда, то увидела, что туалет занят. Над дверью горела красная лампочка, означавшая, что внутри кто-то есть. Пульс Джейд участился. Может быть, только может быть, Алан был там. Это было рискованно, но она должна была попытаться. Она глубоко вздохнула, собираясь с духом. Возможно, это был ее последний шанс. Джейд постучала в дверь, надеясь, что за дверью окажется Алан. «Привет». «Есть здесь кто-нибудь по имени Алан?» — позвала она, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно. Наступила пауза, и Джейд затаила дыхание, внимательно прислушиваясь. Она молилась об ответе, о любом признаке того, что она на правильном пути. Ей показалось, что прошли секунды. Пока она ждала, мужчина в костюме с офисной сумкой открыл дверь ванной. Он выглядел удивленным, увидев Джейд, стоящую там. «Чем я могу вам помочь?» — спросил он настороженным голосом. Джейд быстро оценила его, отметив его профессиональную внешность и нервную энергию, которую он излучал. Это должно быть тот человек, которого она искала. Джейд спросила, знает ли он кого-нибудь по имени Алан, и он кивнул, сказав, что это его имя. Мужчина выглядел испуганным, подтвержденный. «Да, я Алан», — подтвердил он, широко раскрыв глаза от страха. Джейд почувствовала прилив облегчения, смешанного с настойчивостью. «Ты должен пойти со мной», — твердо сказала она. Алан поколебался, но затем кивнул, явно понимая серьезность ситуации. Мужчина упомянул что-то о том, что кто-то пришел за ним, и согласился последовать за Джейд. «Они сказали, что ищут меня», — пробормотал Алан, нервно оглядываясь через плечо. Джейд кивнула, призывая его двигаться быстрее. «У нас не так много времени, просто держись поближе ко мне», — проинструктировала она, ведя его обратно через поезд. На обратном пути пассажиры перешептывались и смотрели на Алана широко раскрытыми глазами. Атмосфера в вагоне была напряженной, наполненной перешептываниями и любопытными взглядами. Алан держал голову опущенной, избегая зрительного контакта. Джейд шла быстрым шагом, сосредоточившись исключительно на том, чтобы доставить его в рубку управления. Комната. Перешептывания только усиливали важность их миссии. Джейд почувствовала, что им не терпится вернуться в рубку управления. Ее сердце колотилось с каждым шагом. Тяжесть ситуации давила на нее все сильнее. Она взглянула на Алана, который выглядел бледным и встревоженным. Почти добравшись до места, она успокоила его, хотя ее собственные нервы были на пределе. Они должны были добраться до нападавшего, пока не стало слишком поздно. Джейд боялась реакции нападавшего при виде мужчины. В ее голове проносились возможные варианты развития событий, каждый из которых был ужаснее предыдущего. Она взглянула на Алана, чей страх отражал ее собственный. Сделав глубокий вдох, она открыла дверь в диспетчерскую, готовясь к тому, что должно было произойти. Напряжение, повисшее в воздухе, было ощутимым. Как только нападавший увидел его, его отношение изменилось. Его глаза сузились, и по лицу расплылась кривая улыбка. «Алан», — сказал он, и его голос сочился злобой. Перемена была мгновенной и нервирующей. Джейд почувствовала, как по спине пробежал холодок. Это больше не было связано с бомбой. Это было личное. Она крепче сжала его руку. Алан держал ее за руку, стараясь сохранять спокойствие. Прибыла полиция и окружила поезд, усиливая напряженность. Джейд видела в окнах их тени, которые методично двигались. Нападавший тоже заметил это. Его взгляд метнулся в сторону суматохи снаружи. Ставки были выше, чем когда-либо. Джейд молилась, чтобы полиция действовала осторожно, зная, что реакция нападавшего может быть непредсказуемой. Злоумышленник мог привести бомбу в действие в любой момент, что требовало осторожности. Каждое движение Джейд напоминало ходьбу по натянутому канату. Один неверный шаг, и все могло взорваться, в буквальном смысле этого слова. Она обменялась взглядом с Аланом, который выглядел таким же ошеломленным.
Они должны были действовать осторожно, чтобы нападавший чувствовал, что все под контролем. Напряжение было невыносимым. Джейд и Алан осторожно приблизились к нападавшему, надеясь разрешить ситуацию. «Мы здесь», — тихо сказала Джейд. Ее голос был ровным, несмотря на страх, струившийся по ее венам. Нападавший внимательно наблюдал за ними. Его рука замерла возле мигающего устройства. Алан с трудом сглотнул и шагнул вперед. «Что тебе надо?» — спросил он, понизив голос почти до шепота. В воздухе повисло напряженное ожидание. Нападавший начал обвинять Алана в прошлых проступках, желая отомстить. «Ты разрушил мою жизнь», — выплюнул он. Его голос был полон яда. Глаза Алана расширились от шока и узнавания. Обвинения посыпались градом, каждое из которых было горьким напоминанием о чем-то, что Алан пытался забыть. Джейд слушала, и ее сердце сжималось от осознания того, насколько глубока была эта ненависть. Алан умолял, обещая сделать все, что захочет нападавший. «Пожалуйста, просто скажи мне, чего ты хочешь», — умолял он срывающимся голосом. Отчаяние в его глазах было очевидным. Нападавший усмехнулся, явно наслаждаясь страхом Алана. «Ты думаешь, что можешь просто так все это пережить?» — усмехнулся он. Алан отчаянно закивал, готовый сказать что угодно, лишь бы предотвратить катастрофу. Нападавший потребовал от Алана публичного заявления о своих действиях. «Ты расскажешь всем, что ты сделал», — прошипел он. Лицо Алана побледнело. «Хорошо, я сделаю это», — сказал он, с трудом сглотнув. Джейд почувствовала, как на них давит тяжесть момента. Это был их шанс разрядить обстановку, но нужно было действовать безупречно. Алан согласился, надеясь разрядить обстановку и предотвратить взрыв. «Я скажу все, что ты захочешь», — заверил он нападавшего дрожащим голосом. Глаза нападавшего сузились, проверяя искренность Алана. «Сделай это хорошо», — предупредил он. Его рука зависла над устройством. Алан кивнул, сделав глубокий вдох. Судьба каждого пассажира поезда висела на волоске. Напряжение в диспетчерской росло по мере того, как они готовились к выступлению. Джейд чувствовала, как колотится ее сердце в груди. Алан прерывисто вздохнул и взглянул на нее, ища поддержки. Она кивнула, стараясь придать своему лицу как можно больше уверенности. Нападавший внимательно наблюдал за происходящим. Каждый мускул его тела был напряжен в ожидании. Это было оно. Все зависело от следующих нескольких минут. Алан рассказал о своей причастности к скандальной фармацевтической компании. «Я был частью исполнительной команды», — признался он дрожащим голосом. «Мы выпустили наркотик на рынок без надлежащего тестирования». Сердце Джейд упало, когда она услышала, насколько серьезно его признание. Лицо нападавшего исказилось от ярости и боли, он крепче сжал устройство. Это признание было тем, чего он ждал. Жена нападавшего заболела из-за лекарств компании. «Моя жена приняла ваше лекарство», — сказал нападавший прерывающимся голосом. «Она доверилась вам, и это подорвало ее здоровье». Глаза Алана наполнились сожалением и печалью. В комнате повисло напряженное молчание по мере того, как раскрывались истинные масштабы трагедии. Джейд почувствовала комок в горле, понимая горе нападавшего. Публичное признание Алана разоблачило неправомерные действия компании. «Мы обходили все углы, игнорировали предупреждения», — признался он, говоря четко, чтобы все слышали. Тяжесть его слов повисла в воздухе, как обвинительный акт в корпоративной жадности. Джейд наблюдала, как ярость нападавшего, казалось, угасла, сменившись глубокой мучительной печалью. Правда, наконец, выплыла наружу. Нападавший был арестован, а бомба обезврежена. Полицейские быстро подошли к нему, задержали и обезвредили устройство. Алан отступил назад, на его лице отразились облегчение и раскаяние. Джейд выдохнула, хотя и не осознавала, что задерживала дыхание. Непосредственная опасность миновала, но последствия признания Алана только начинались. Облегчение охватило пассажиров, когда угроза была нейтрализована. По поезду пронесся ропот благодарности и недоверия. Люди обнимали друг друга.
Слезы облегчения текли по их лицам. Джейд прислонилась к стене, измученная, но благодарная. Пока они были в безопасности. Она посмотрела на Алана, который, казалось, нес на своих плечах всю тяжесть мира. Алан разорвал отношения с фармацевтической компанией и добился того, что лекарство было найдено. Он посвятил себя тому, чтобы все исправить, используя свои ресурсы для финансирования исследований и ускорения разработки лекарства. Чувство вины, которое он испытывал, заставляло его работать, не покладая рук. Он делал публичные заявления, признавая свои ошибки и обещая исправить причиненный ущерб. Его действия начали восстанавливать утраченное доверие к нему. Жена нападавшего прошла курс лечения и снова стала здоровой. Новое лекарство, разработанное при финансовой поддержке Алана, сотворило чудеса. Она восстановила свои силы и здоровье к большому облегчению и радости своего мужа. Новость о ее выздоровлении распространилась, вселив надежду в тех, кто пострадал от халатности компании. Это был небольшой, но важный шаг к залечиванию ран прошлого. Алан загладил вину за свои действия, стремясь к искуплению. Он обращался к пострадавшим, предлагая поддержку и компенсацию. Его усилия исправить положение были искренними и продиктованы глубоким раскаянием. Путь Алана к искуплению был долгим и трудным, но он встретил его лицом к лицу. Его публичные извинения и личные усилия по восстановлению жизни начали менять общественное мнение. Пассажиры и Дерек были в безопасности и благодарны Джейд за ее храбрость. Дерек, который теперь полностью выздоровел, горячо поблагодарил Джейд. «Вы спасли нас», — сказал он, и в его голосе звучала благодарность. Другие пассажиры тоже выразили свою благодарность, отметив ее сообразительность и мужество. Джейд почувствовала тепло на сердце, понимая, что она изменила ситуацию к лучшему. Кошмар закончился, и они все могли двигаться дальше. Джейд размышляла о событиях, радуясь счастливому концу. Тихо сидя у окна, она прокручивала в голове события прошедшего дня. Это было ужасно, но в то же время показало ей силу и стойкость, присущие ей самой и другим людям. Она была благодарна за неожиданно проявленную храбрость и спасенные жизни. Когда поезд продолжил свой путь, Джейд улыбнулась, с надеждой глядя в будущее.